общем, мы сидим, играем «Я никогда не». Классическая ситуация для общего какого-то застолья. И я не ожидала, что произойдет что-то такое сверхъестественное, потому что мы с ребятами давно, я всех, казалось бы, знаю. Разгоняем. Просто какой-нибудь... Может, какая-то идея есть. Полай. Давайте я. Окей, давай. Я никогда не забывал подарок человеку, с которым я в команде. Не, ну это жестко. Это вообще бро, типа, развез реально. Забыли, блин, чё? Получается, и мы все. Я отдельно живу. Я тоже думал, все глотнут. Хорошо, можно следующее я? Я никогда не говорила, что мне на забытый подарок моего сокомандника. Я никогда не осуждал цвет подарка, который подарили моему сокоманднику. А вы чего? Вы душу слить решили сейчас? Я никогда не изменяла. Ой, я тоже. Мне кажется, никто не... Ой, все такие Ой, сразу. такие вы хорошие. Ой, Я и тебя. даже никто не сосался ни с кем будущего отношения. Вообще никогда. Какие вы все. А ты, может, выпьешь? Выпил? Так ты выпей тогда. Я не... Какой ты Мне дважды изменяли, ребят. Не надо сейчас. Я никогда не целовалась ни с кем из иксо-медиков. Я знал, что ты задашь этот вопрос. Лер, а с кем ты целовалась? Нет, это не единственный человек. И тут очередь доходит до бинет-сцен, после чего гробовая тишина, пауза, и все переваривают то, что услышали от нее. Минчик, расскажи, пожалуйста, уже можно. 3 человека у нас выпили. Пожалуйста. Рус. Ой. И я, если честно, офигела. С кем? С кем? С Русом? Честно, я я просто не знаю, как еще сказать, то есть можно там эпитетами расписывать, я просто, была, сидела. Поэтому у нас были какие-то странные, очень натянутые. Да ну на! Не, ну, подожди, я не знаю. Стоп! Нет, честно, у меня полнейший шок, потому что это самая неожиданная коллаборация, которая вообще могла случиться в этой команде. Коллаборация. Это конец серии, и Рус появляется как Рената. Просто на фонах! Ну да, я. Нереально, я сидела там, если что, просто вот так вот, на бинет, в камеру, на бинет, в камеру, вот так. Ну, я реально офигела. Это, кто угодно, но не бинет. В плане бинет классная, офигенная девчонка, но я просто не понимала, я не понимаю этого сочетания бинет и Руслан вообще никаким образом. А при каких обстоятельствах? Как это случилось? А я думаю, что-то странные какие-то, терки. Я даже Маше не рассказывала, об этом. Ну, короче, мы просто смотрели, Sex Education. И решили попрактиковаться. Нет, у меня вообще такого не было. Он тогда рассказывал, он тогда нам с Ромой, вылил душу, что, блин, я так люблю. Он мне тоже вливал душу. Да. И потом, этот же вечер... Искра, буря, безумие. Ну, это было какая-то, может... Как сосется-то хоть расскажи. Я услышал, что Бинет сосалась с Русом. И ты очень заинтересовался, значит, да? Ну, естественно, там... Тебе было очень интересно, как целуется Рус. Конечно. Да. Да, я хочу узнать, как целуется Рус. Когда это было? Ну, это стрэндж. Когда это было? Ну как это странно можно сосаться, я не понимаю. В смысле как? Закрытым ртом. Это я не знаю. Мне кажется, у Бинет просто к нему какая-то такая, знаешь, ненависть. Она такая, и сосется, он тоже. От любви до ненависти один шаг. Вот что сказать. Я такая легла в спать, я такая, что я сделала, зачем это сделала? Просто Руса. Но потом он сообщение написал, мне ночью, извини, это была ошибкой, я люблю. Я, конечно, собственно, офигела от сочетания Руслана и Бинет. Я догадывалась, что следующий вопрос про Руса прилетит мне. Но он и прилетел от Марии Рири. Она просто еще такая... Это для личного архива, также сейчас вы все видите. Правда или действие? Давай максимум. Правда. Ты же была влюблена в Руса? Нет. А теперь обратите внимание на закрытую позу.
Да, до этого... Обычные закрытые позы в данном случае. Влюблена в Руса. Не был. Ребята, как вы считаете, была ли Ави влюблена в Руса? Провокационный вопрос. Пускай Тёма ответит. Я считаю, что в привычном понимании этого слова нет. Ави влюблена в Руса не была. Паника. Мне кажется, была, честно. Вот прям как будто бы это правда. Потому что, когда я только пришел, я первым делом заметил их какие-то контакты тактильные друг к другу. Я знаю, что Русу, как я поняла, она реально нравилась. А мне кажется, наоборот. Мне кажется, Рус точно нравился Ави, а вот по поводу того, что Ави Русу, я не знаю. Была. Нет, я не была влюблена в Руса, сложно понять. Просто, возможно, так казалось, наверное, потому что я уже говорила ребятам, что Рус — это единственный человек, который поддерживал меня в Sky, когда я не хотела коммуницировать, как минимум, там, не знаю. И он меня постоянно пытался вытащить к ребятам, типа, я ухожу в свою комнату. Он такой: Ави, почему ты здесь сидишь? Мы там разговариваем на кухне, а почему ты снова одна? А ребятам это не нравится, а давай ты пойдешь. А потом, и типа, я как-то пропускала мимо ушей, а потом, когда люди со стороны, которые не в команде даже находятся, говорят мне об этом, я такой: что-то не так. Я что-то делала не так. Короче, я потом начал продолжать писать сценарий и заметил одну штуку. О чем ты отсела и разговаривала с Линой? Мне очень интересно. Я о Русе. О Русе. Мы начали с ней... Причем она мне задает вопрос: тебе что, интересно, как он сосется? И тут говорит: а мы о Русе говорим. Логично. Ну, мне не интересно, как сосется Рус. Ну, и уже это никогда обсуждали. Не было это... Нет. Мы обсуждали не это вообще, если что. Да. Так-то. Мы обсуждали, как Рус вел себя со мной в Турции. Ко мне он тоже так относился, и каждый раз тактильность началась в Турции. Я понимаю, что так, стоп, дистанция. Ты уже встречалась с Эмилем? Да, я встречалась с Эмилем, он об этом знал прекрасно. Нахуй же молодой человек, когда к тебе лезут другие чуваки. Он не лез ко мне, сейчас я объясню. Стоп, послушай. Это так же, как не лезет этот хуй из этого. Да, песни ей пишет любовные, а не лезет, блядь. Не понимаю бабскую логику, вы реально, блядь. Он лез ко мне в уши, он меня постоянно обнимал другой, Рус, не надо, все это видели. Типа, это было очень странно, и меня это немножко напрягало. Но от меня вообще не отходил. То есть он постоянно был рядом со мной. Постоянно меня трогал, лез мне в уши, что меня очень раздражало. Я каждый раз ему говорила, типа, не надо лезть ко мне в уши. А он делал это назло специально, и меня просто раздражал и бесил. Типа, вот. Я тебе объясню, как это работает. Это мир. Тут есть живые люди, они умеют говорить. Ты пишешь: Эмиль, мне не нравится, как Рус ко мне лезет. Я ему написал одно сообщение, он перестал это делать. Ну, типа, это же нормально. У тебя есть молодой человек. Если тебе не нравится отношение к тебе другого человека, ты можешь написать мне об этом. Хоть это девочка, хоть это мальчик, кто угодно. Это же нормально. Ну, вот так уже не первый раз. В итоге песня любовная включает поклонников ее. Он манипулировал мной в Турции. Я говорю: я не поеду в ресторан, я не хочу. Он такой: Аль, ты не поедешь? Я, кстати, хочу уйти, наверное, из команды. Я говорю: почему? Ну, потому что я не могу в этой компании. Я не чувствую себя мужчиной, то есть меня гасит. Меня гасит эксо-тим. Мне тяжело. Я, может, вот уйду. Я говорю: куда ты уйдешь? Он говорит: в Dream Team. Я говорю: кто тебя возьмет? Вот. И он такой: поэтому давай, пожалуйста, ты поедешь со мной. Это единственный человек, с которым я могу вообще общаться. Типа здесь, сейчас. Вот так он мной манипулировал. Постоянно. В общем, ребят, я ушел из КФМ, из команды. Я даже не знаю, как описать эти эмоции. Изначально это было что-то очень плохое, потому что было куча недоговорок, что-то скрывалось. Да, банально даже я скрывал, и мне это не нравилось. Но разошлись мы на абсолютно хорошей ноте. Я люблю каждого из ребят, я люблю все, что они делают, и у каждого из них есть своя цель, к которой они обязательно придут. Я люблю XO, я люблю все XO Agency. Я желаю вам удачи.
Утро следующего дня, мы сидим совместно, завтракаем, но я чуть-чуть в тот день не выспалась. Соф, что ты хотела сказать? После сегодняшней ночи я вообще не имею желания говорить. Я не могу. Потому что у меня в ушах фонит до сих пор. Знаешь, как я засыпала? Мы в комнате живем втроем. И я посередине. По левую сторону от меня спит Лина, по правую на полу на матрасе Милди. Спасибо. И знаешь, как я засыпала? Милди включила какой-то видос Эмиля. Через 10 минут он выключился. Легкие мотивы Эмиля. Это не шутка. Да, я засыпаю под Эмиля видосы и под Диму Масленникова. И под Шубу Штаса. Это реально не шутка. Софа спалила Милди, что она засыпает под наши ролики. Твои. Ну, под мои, может, я не знаю. Ну, короче, под ролики с моим участием, не знаю, зачем она это сказала, но Милди. Love you. Вот, это мило было. Она засмущалась, по-моему, даже. Ну, типа... Милди, да. Ребят, я тоже засыпаю под Эмиля. Ну, у тебя не хватает часа вообще не себя. И, короче, справа от меня вот это вот все происходит, а слева от меня спит дед по имени Лина. Она так храпит. Это такие стереоэффекты. Я даже на диктофон записалась, она мне не поверит. И я говорю: Лин, ты храпишь? Она говорит: я знаю. Типа, какие могут быть вопросы? Я такая: пруфы не нужны, все, типа, это лишнее. Вот так вот, ребята, и проходит мое совместное проживание в одной кровати. По правую сторону у меня деда Лина, по левую сторону от меня фанатка Димы Масленникова. Аля, Эмиль, вы такие заходим к вам, стучим? Нету, стучим. Если что, ваш Смотри. меня разбудит. Подожди, мужик говорит. Мы пришли, я еще вижу, как Милди сосисочку накладывает в тарелку. Мы не опоздали. Вообще, на самом деле, я офигела. Они реально Не, ну на все сосиски должны Милди типа. лучше не ориентироваться в этом плане. Не, просто... Ладно, главное, что вы пришли на завтрак. Вот именно, пришли. Но мы все офигели, мы думали, что вы не придете, там поэтому уже типа эти... Я когда узнал, что съемка, я ее за шкирку давай. Эмиль, ты такой мужик, я ее за шкирку. Все любят комплиментики, Эмиль тоже, поэтому накидываем. Да блин, ну реально он молодец, он тебя разбудил, потащил, вы в итоге пришли. Не, она бы спала, реально. Потому что я ее дважды будил. Она такая... Да, мне сложно разбудить. Я сплю, вообще меня не разбудить ничем. Будильники, пофиг, он будет по духу мне звонить, нет. Мне просто порой кажется, что будильники Аля заводит не для себя, а для меня, чтобы я проснулся и ее разбудил. Да. Нам изначально сказали, что съемки не будет утром, а потом оказалось, что утром написали, но я спала, я не прочитала, а Эмиль прочитал, и спасибо, что меня разбудил. На самом деле, мне кажется, что эта поездка вообще на нас всех очень сильно повлияет, потому что я на вас сейчас сижу, смотрю вообще под другим углом, как будто бы вообще абсолютно. Типа, если раньше, вот ладно, у ребят в квартире, у них там какой-то коннект уже налажен вследствие того, что мы живем вместе, то вот когда какие-то общие съемки, собрания, всегда чувствовалась дистанция, всегда, абсолютно всегда. Бинет, Аля, Лера, вот ребята, которые не живут вместе, это в любом случае, вы не в курсе каких-то локальных шуток, каких-то моментов таких наших. Сейчас вообще как будто бы стираются эти рамки, и я надеюсь, что это, типа, знаете, не временное явление на момент поездки, а это в целом. Потому что какая-то информация, и ее уже, нельзя человека после нее по-другому воспринимать, да, Бинет? Типа. Мы вообще в шоке от вчерашней информации, до сих пор у нас шоковое состояние, мы отходим. Насколько редко мы просто встречаемся, что вчера мы были все в шоке. Да, я просто смотрю на Бинет и не могу ее теперь по-другому воспринимать. Это после чего? После того, как она с Русом пососалась. Нет, не после того, а после того, как об этом узнали. Это разные вещи. И, может быть, мы наконец-то начнем понимать локальные шутки тех, кто живет в квартире, потому что я приезжала, когда в квартиру, я ничего не понимала. Их темы вообще для меня были... Ну, сколько раз мы уже объясняли прикол про дворовую вообще в целом? 500 раз. Ну, можем еще объяснить. Можем еще раз объяснить. Бро, ну шутки шутками, но это типа обидная шутка, если что. Мы сидим, абсолютно дружественная обстановка за столом. Уже все 100 лет забыли про эту дворовую. Он продолжает с самого утра ни с того ни с сего на ровном месте опять это озвучивать. И, естественно, он накалил тем самым обстановку и вызвал агрессию со стороны меня и девочек. Я не упоминаю это слово. Постоянно об этом говорит то Софа, то Лина. Ну, ты я больше этого не... Ну, типа, я один раз сказал... Ну, знаешь, слово «не воробей вылетит, не поймешь».
я же сказала, все. Все уже. Репутация не восстанавливает вообще. Возможно, это в моментах звучало слегка агрессивно, но все мы не без греха. И вот я считаю, что если человек позволял в мой адрес что-то на протяжении долгого времени говорить, то когда я хочу оплатить тем же, я считаю, он должен терпеть. Аля, Эмиль, вы ждете кататься? Да. Кататься идете? Да. Фух, потому что у нас половина не идут сегодня, я такая, нет, я Нет, пойду. идут все. Давайте по... Просто не все будут кататься. Не идет. Нет, кто человек? Типа прям не кататься. Я иду, но не кататься. Я не пошла кататься со всеми, потому что приезжал Даня Бум, в которого я жестко влюблена, и нужно было открыть ему дверь. Ну, а если серьезно, я не пошла кататься с ребятами, потому что у меня проблемы с шеей, и если я упаду, может быть очень плохо. И вообще я всего этого очень сильно боюсь, правда. Hey, listen up, I've tried to tell you this 100 times. Not getting better by lying there pretending to cry. You on repeat, you can see, cause you have closed your eyes. You say you listen, but you're missing what it's all about. Rise up now. If you never fall, you don't change at all. Cry out now. Have you given up? I will never stop, yeah. Я сначала ездила в очках, а потом у меня запотели. А мне наоборот ничего очках было не делать. Я офигенно. решила снять. Мне очки одела, вот эту штуку одела, и все, лицо не замерзло. Да, классно. Да, Не знаю, куда читать, можно? Бинчик. Бинчик. В один голос. Чего ты такая? Я вообще нахер не каталась. Вы еще... Почему не каталась? Почему? Ты же поднималась. Мы же Я пересекались. понимала, Она не чтобы умеет вас... кататься. Я понимала, чтобы вас словить, типа по итогу я вообще никого не словила, я там просто, покаталась. Давай я тебя здесь буду учить кататься, хочешь? И вот мы возвращаемся с горы, все вместе, радостные, и нас догоняет Беннет. Пинет. Она расстроилась, то, что ее все кинули, и никто не помог ей научиться кататься. Я вам так скажу, я сегодня, из-за того, что было очень туманно, из-за того, что Макс не так давно катается, я переживала, что что-то случится, и ехала постоянно за Максом. И я вам скажу так, он офигенно катается. Да ладно, Он он как бы падал, но ты когда ехал, я была в шоке от того, что ты едешь. Я такая, нифига. Да я сам в шоке. Они все едут, разгоняются, а что дальше делать не знают. Мне было приятно то, что вот, и Лера, и Аля, вы все время как две мамочки занудки. Макс, краю не подъезжай. Макс, мы сзади. Помимо вот этого бесстрашного человека еще был Макс, который вот еще хуже. Макс вообще красавчик, ты чё? Да. Максу респектос, он со мной полетел. Он, конечно, раз 30, наверное, упал, когда первый раз начал скатываться. Но у него очень хорошо получилось. Мы с Лерой были как эти мамы-утки. Лера в начале, эти посередине что-то там пытаются, и я в конце, чтобы следить за ними, чтобы они в обрыв, не упали. На зеленый там нет обрыва. Был. Почти. В начале был, правда. Я чуть не умер один разочек. Да. Я вообще Софу бросила вот тут, я даже подняться не могла, Она рассказала нам эту всю историю, и честно, это очень странное поведение со стороны девчонок. Реально, так не делается, кстати. Нельзя кидать своих. Я не хочу, чтобы дальше поездка была на каком-то негативе, с какими-то ссорами, и поэтому я захотела подняться к Софе и поговорить с ней насчет Беннет. Но, как оказалось, Софа сама начала всю эту тему. Боже мой, как я устала кататься. Моя. Ты как? Ты встала сегодня? Куда? На борт. Да, классно, мне все понравилось. Понравилось? Ну, маловато, конечно, но когда шла на обед, что это было? Да, это был обед. Беннет что-то раньше всех вернулась. Она прям вот мы выходим с Линой, а она заходит наоборот. Ну, она грустная чуть-чуть. Ну, как чуть-чуть? По поводу? Ну, типа, мы с ней сегодня разговаривали, она сказала, что ее все кинули, но, по сути, это так и выглядит, что, знаешь, там, мы поехали кататься отдельно, просто я хорошо катаюсь в компании, но вот Маша училась, и она сказала, что, типа, вы, когда вы садились на подъемник, что вы ее кинули. Что? Что? Ну, типа, вы садились, когда на подъемник, она же не умеет садиться, ребят, но нужно было ей помочь, чтобы она хотя бы как-то присела на эту фигню. Погоди. Ее кинули. Это кто так сказал?
Бинет сказал, что, типа, ну, Софа не слышала, и, типа, они ушли. Когда я услышала от Кэш информацию про Бинет, что я там где-то ей насолила, не помогла, бросила, я просто обалдела. Софа показывала, как отстегнуть, как застегнуть. И Бинчик рядом стоит, и она показывает мне и говорит: Бинчик, отстегивайся, пошли, типа, я покажу, как садиться. И у меня из головы вылетела Бинчик реально, потому что я ей не помогала, мне бы самой разобраться с этой вообще. Ну, у тебя, типа, свои мысли в голове. Ну, Софа умеет кататься. Погоди, она разворачивается, она поворачивается и говорит: давай подождем Бинет. И она стоит, Бинет задом к нам, расстегивается, отстегивается, и все, мы видим, что она расстегнулась полностью и уходит. Уходит вдаль, идущий к реке просто. Иду искать свое счастье, называется. Софа Что кричит, это? типа, Бинет, Бинет. Типа, ты кричишь. Я ей кричала вслед: Бинет, Бинет. Она просто молча уходит вдаль куда-то. Я говорю: ну иди восвояйся тогда, в смысле. Да. Я просто такую штуку вообще не люблю. Ну, Бинчик, она так привлекает внимание. Ты же понимаешь? Жестко. Ты Я же думала, понимаешь? что реально вы, типа, забили, потому что вы такие подружки, и Бинет, типа, Ты же понимаешь, что это манипуляция чистой воды. Это просто давление на жалость. Когда человек молча разворачивается, уходит, типа, догоняйте меня. Нет, я тебе не мама, там, не брат, не сват, чтобы бежать. Типа, вот, ну, понятно, что это все очень весело, но мне сейчас вообще, ну, это вообще не прикольно, потому что... Блин, ну она прям сказала, что, типа, вы ее кинули, что она очень обиделась Ты же на тебя. понимаешь, я просто говорю: смотри, делай как я, и иду в сторону канатки. Говорю, типа, повторяйте за мной. Лина там что-то пытается по-прежнему, это дядя Шнука, что-то там сделать с этим. Лина. Бинет просто берет, разворачивается. Это, знаешь, из разряда, когда идешь и такая: догоните меня, пожалейте меня, догоните. Я уверена, что это так было, если она пошла плакать. Я думала, что она просто психанула, ушла, такая: окей. Просто я, ну, не первый год катаюсь, и я много друзей учила, и самое противное, это когда ты человеку отдаешь свое время катальное, но это же не в кайф, когда ты на детской горке, когда ты умеешь кататься, ты прекрасно это понимаешь. Но я даю... Я никого не учу, я не хочу этим заниматься. Ну вот, я тоже не хочу, но так как это как бы мои друзья, я не против что-то объяснить. Короче, я считаю, что если бы она реально хотела просто покататься, а не привлечь к себе внимание, то она бы подошла: погодите, ребят, не уезжайте, стойте, я хочу с вами. А вот эта вот драма, Queen, это типа вообще не прикольно. Ну, короче, я поняла, про что. Мне кажется, просто вы вообще не поняли друг друга, она сейчас в комнате сидит. Мы не поняли друг друга, но я не хочу занимать позицию Бинет, просто обижаться, я хочу поговорить об этом. Ну иди, спросить у нее. она там сидит, иди. Просто у себя в комнате молча, она ничем не занята сейчас. Ну, по идее, нет, она сидит в комнате одна. Окей. Ты реально пошла к Бинет? Я не хочу видеть Бинет в этой ситуации, ты понимаешь? Это типа не весело вообще. То есть ты сидишь, смеешься, а я антагонист опять. Почему постоянно все конфликты касаются только меня? Можно? Ну вдруг ты голая. Можно сюда к тебе? Я тебя не отвлекаю? Нет, это я тебя не отвлекаю? У тебя все хорошо? Типа, как настроение? Да вот приятель снимать. Настрой? Ну, я просто не успеваю ни хрена. Нет, а в целом-то как бы ничего, нет поводов, которые хочется обсудить? Со мной? Да. Нам с тобой конкретно. Не знаю.